Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Личный Опыт. Сегодня у нас новый рецепт. Будем с вами готовить говяжьи копченые языки. Для того, чтобы приготовить копченые говяжьи языки, нам нужно предварительно их сварить. Поэтому для начала мы сварим их, а потом уже вареные будем коптить на угольном гриле. Будем варить их в 4 литрах воды, поэтому на каждый литр мы берем столовую ложку соли, щепотку черного перца, несколько возьмем лавровых листов и 4 зубчика чеснока. Так, друзья, наши языки уже в кастрюле. Добавили воды около 4 литров. Нужно столько, чтобы полностью покрыть, чтобы языки были погружены в воду. В процессе готовки, возможно, воду надо будет добавлять, потому что языки будут вариться приблизительно 3 часа. Добавляем сразу подготовленную заранее соль. Также около 4 столовых ложек, то есть столовая ложка на литр воды. Также добавляем перец черный, горошек. Добавляем сразу 4-5 листиков лаврового листа. Сразу же. И я советую чеснок перед добавлением размять, чтобы он полностью дал свой сок и чтобы аромат чеснока, по крайней мере, мне он нравится, да. Может быть, есть люди, которым не очень-то. Но в нашем случае я добавлю, как говорится, вот так, чтобы явный был, как говорится, аромат чеснока в бульоне и, соответственно, у языков. Также вы можете добавить репчатый лук, но вы должны учитывать, что лук даст немножко сладковатый вкус, поэтому если вам не нравится, можете его не добавлять. В нашем случае я не буду добавлять лук. Так, друзья, в процессе кипения образуется накипь, которую нужно аккуратно собирать и снимать. Так, друзья, теперь мы можем закрыть крышку. Учитывайте одно, что до того, как вы не собрали накипь, да, то есть крышку закрывать не надо, потому что накипь она может распространиться по всему бульону, и потом ее собрать будет сложно. Но теперь мы можем уже закрыть крышку и ждать время полного приготовления. Чуть-чуть можем приоткрыть, вот так, да, чуть-чуть, вот так. И ждать на медленном огне 2,5-3 часа. До полного приготовления языков. Прошло уже около 3 часов, как наши языки варятся. Пришло время их снимать при помощи таких щипцов. И сразу помещаем их в заранее приготовленную холодную воду. Холодная вода нужна для того, чтобы остудить их и легко снять верхнюю кожу. Так, друзья, вот языки полностью погружены в воду, уже остудились. И теперь пришло время снять с них вот эту верхнюю кожуру. Снимается она легко после того, как вы его остудили. Вот такими вот. Итак, друзья, как вы видите, полностью очистил кожуру с языков. Даже чуть-чуть вот здесь вот в этом месте получилось как-то неаккуратно. В принципе, они уже готовы к употреблению, полностью сварились. Но так как у нас видео называется «Копченые языки», нам надо будет их закоптить перед тем, как мы поместим их на гриль, пускай они пропитаются, подлежат 10 минут 10-15. А мы с вами пойдем разжигать гриль. Так, друзья, как вы видите, мы заполнили полный стартер углей. Если вы будете пользоваться брикетами, их можно использовать меньше, так как брикеты горят дольше. Так, и сейчас вот почти наши угли догорели. Мы сейчас будем их распределять по лоткам, потому что мы будем готовить на непрямом жаре, коптить наши языки. Так, друзья, вот видите угли в лотках.
Сейчас мы установим верхнюю решетку. Так, друзья, видите, языки уже на гриле. И сейчас давайте добавим, вот я заранее приготовил, у меня есть дощечки, это старый мой паркет, который мы, так говорится, остался лишним. Чистое буковое дерево, бук. Добавим его для аромата, именно это необходимо. Я замочил в воде, чтобы мы дали хороший дым. С каждой стороны по 2 дощечки положим. Буковое дерево, вернее просто бук, очень хорошо подходит для говядины. Так, давайте закроем крышку. Заслонку мы сделаем наполовину закрытую, нижняя будет полностью открытая, а верхняя наполовину открытая. Это нужно для того, чтобы температура не слишком поднималась и чтобы дым подольше оставался в самом гриле. Видите, какой сейчас дым повалил уже. В таком вот состоянии нам нужно будет продержать языки на гриле час-полтора. Так, друзья, прошло 1,5 часа, как мы поставили коптиться наши языки. И вот что у нас получилось. Какая красота. Давайте возьмем их, снимем с хрустящей корочкой. Горячо. Так, давайте занесем домой. Так, друзья, пришло время провести дегустацию. Весь процесс приготовления занял приблизительно 4,5 часа. Так что, если вы захотите готовить данное блюдо, учитывайте это. Такой вот получился у нас язык полностью, видите, равномерно приготовлен и с хрустящей корочкой. Давайте сделаем дегустацию, попробуем, что получилось. Очень вкусно, нежный и вот корочка у него копченая, чеснок есть, и соль, перец, все много. Очень вкусно. А вот сейчас он немножко горячий. Извините, не могу говорить с набитым ртом. Хорошо еще к нему можно использовать какой-то кетчуп или какую-то приправу. Или можно просто положить в холодильник и, как говорится, использовать как холодную закуску. В общем, ребят, если данное видео было вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы первый раз на канале, подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о старте новых видео, то есть как бы о загрузке новых видео. Если есть вопросы по данному рецепту, пишите в комментариях, обязательно отвечу. А самое главное, берите себя и своих близких. До новых встреч!